Это астрологический прогноз с 1 по 30 ноября 2024 года. В самом начале я хочу выделить 4 ключевых тренда. Лунный месяц начинается с 1 ноября. Это новолуние, которое будет проходить в самом глубоком трансформационном знаке Скорпиона, который будет требовать вас погружаться в себя и находить новые решения, которые будут вас вести в новое. Продвигаясь по лунному месяцу, по ноябрю, 16 ноября и даже немножечко раньше, с 13 по 16 ноября, мы будем сталкиваться с вот этим фоном полнолуния, когда с одной стороны у нас эти глубокие напряженные энергии Скорпиона, а с другой стороны тянущиеся к стабильности, к какому-то порядку энергии Тельца. И нам нужно будет балансировать. 16 ноября будет самый-самый пик. С 19 ноября мы перейдем в новую эру в какой-то степени, потому что очень много будет энергии водолейских, Плутон перейдет в Водолея. И он будет побуждать нас искать новые способы жить вместе сообща, при этом находиться в здоровых, очень ресурсных отношениях, где мы можем распаковывать свой потенциал. Ну и финальное событие, четвертое событие этого лунного месяца или ноября месяца, это 21 ноября переход Солнца в Стрельца, который буквально на пару дней создаст определенную передышку. Мы отцепимся немножечко от энергии Скорпиона для того, чтобы соединиться с энергиями Стрельца, огненными, расширяющими, побуждающими нас во что-то новое, придумывать новые образы будущего и двигаться к ним. Дальше я расскажу про каждый период очень подробно и обстоятельно. Меня зовут Виктор Андреев, я профессиональный астролог и уже 8 лет занимаюсь с людьми. Провожу персональные консультации как в разовом формате, так и в сопровождении 2- или 3-месячном, где мы подробно прорабатываем все сферы жизни. Первую фазу, которую я выделю, это с 1 по 8 ноября. Это такой первый фаза растущей Луны. 1 ноября будет новолуние. Новолуние, оно очень интересно будет, потому что оно будет перенапрягать в какой-то степени канал Скорпиона. Вот представьте, что у вас есть проблема, которую невозможно уже не решать. И вот эта напряженность все туда отдать, чтобы решить. Поэтому нужно очень честно посмотреть на те сферы жизни, где у вас есть прям затык определенный. И вот направить туда внимание для того, чтобы решить. В целом, вот это ноябрьское новолуние, которое будет 1 ноября, оно требует внимательности к своим ощущениям, к своим чувствам, к тому, что скрыто. То есть это внимательность к тому, что меня пугает, и там, где у вас происходит какая-то реакция телесная, психическая, туда надо идти, туда нужно смотреть. С 1 по 3 ноября вот этот период он будет довольно напряженный. Вот представьте, что у вас есть Марс как способность действовать, принимать решения и двигаться в выбранном направлении. И представьте, что есть скрытые какие-то механизмы, в которые вы можете вписаться, и тогда у вас все идет само по себе. А можете не вписаться, и тогда все мешает. Светофор горит красным светом, двери закрываются перед вами. Чему сейчас время? Вот с 1 по 3 ноября очень четко нужно это все прочувствовать. Следующий период, который очень важен, это с 4 по 7 ноября. Вот у нас есть базовая стихия, и стихия воздуха. Это та, которая побуждает нас дружить, ладить, устанавливать связи, заключать сделки, получать какой-то такой межличностный, очень приятный обмен. Есть огненная стихия, которая побуждает нас выбирать себя, двигаться в новое, стимулировать какие-то процессы как в самом себе, так и в мире. И вот между двумя этими энергиями, между воздухом, требующим какой-то согласованности действий с теми людьми или с той группой, которые для вас важны, и между огнем, который требует выбирать себя, инициировать, будет столкновение определенное. Что здесь важно понимать? Выберите самых ценных, важных людей, которые за любой, как говорится, кипиш. И экспериментируйте с ними в этот период для того, чтобы продолжать, начинать, пробовать что-то новое. В целом, вот эта первая половина с 1 по 8, то есть первые 3 дня, 1, 2, 3, будет много напряженности определенной, будет такое чувство, что вот-вот нужно стартануть. Выбирайте этот коридор ваших действий как-то вот по наитию, то есть здесь вам подскажет ваше собственное подсознание, ваше собственное тело. И с 4 по 7, вот это вот какие люди, с которыми мне нужно что-то согласовать, где я могу быть больше автором, где я могу продвигаться сам, и где мне важно отказаться, может быть, от каких-то отношений, каких-то контрактов, каких-то сделок, и сделать выбор в пользу тех партнеров, в пользу тех клиентов, где у вас есть будущее. Следующий период или следующая фаза лунного месяца, это тоже растущая луна, то есть в принципе больше у нас энергии, возможности куда-то двигаться, с 8 по 16 ноября, то есть с четверти до полнолуния. Какие две здесь
особенности, две энергии. Представьте, что у вас есть образ будущего. Вы чего-то очень сильно хотите, и вас поддерживают вместе те люди, с которыми вы хотите. У вас быстрее этот образ будущего приходит в реализацию. То есть вы только захотели все вместе, и у вас он приходит. И вот к этому всему добавляется мечтать о еще более чем-то высоком. То есть, во-первых, согласовать, и мы в один образ будущего играем. Потому что когда два человека или группа людей, они следуют своим каким-то целям, но общая идея, куда они идут, она различается, тогда у них возникают определенные проблемы. Поэтому с 8 особенно по 12 число, вот в этот период очень важно согласовать свои образы будущего для того, чтобы у вас ответ на вопрос, зачем мы это делаем, чтобы что получить, они у вас с теми людьми, которые рядом с вами были согласованы. В целом очень много такой огненно-водной энергии самой по себе, поэтому огонь плюс вода, если не в прямом столкновении, они вызывают конфликт определенный. Поэтому вот даже на уровне какого-то бытового опыта водичку нужно чуть-чуть подогревать. То есть ваше чувство нужно очень плавно распространять на других людей, если вы в роли или в позиции какого-то лидера. Если, например, на вас кто-то интенсивно влияет в этот период с 8 по 12, то есть смысл его плавненько остудить. Подумать, спросить его, о чем он мечтает, дать ему возможность какие-то задать вопросы для того, чтобы он немножечко остановился. Следующий период внутри этого цикла с 13 по 15. Вы знаете, как само полнолуние 16 ноября, о котором я чуть-чуть позже расскажу, к нему будет плавненькая такая подготовка. И она начнется буквально с 13 по 15 ноября, она будет очень интенсивная. У нас опять-таки столкновение двух вот этих вот линий точнее одной, но двух знаков. Скорпионий, который требует вызова, который мобилизует все силы, чтобы решить, сдвинуть, попробовать, искоренить, и тельцовая энергия, которая привыкла и как поезд по рельсам едет. И будет вот эта возможность, что у вас буквально вот эти все 3 дня, то есть 13, 14, 15 и 16, даже до 16, у вас будет такое состояние, что вот я включился и еду по какой-то рельсе. Потом мне так это надоедает, мне так это прям стало как-то вот это, и вы быстро начинаете что-то делать. Вот здесь я рекомендую такой рваный режим. Вот если вас что-то вовлекло, буквально там 20 минут вы во что-то вовлеклись, все, вас это двигает, вы там полчасика или часик поработали, потом переключитесь полностью, словно бы вы этим не занимались, сходите на пробежку, сделайте какую-то прогулку, просто физическую активность какую-то сделайте и вовлекайтесь. И здесь же очень важный момент себя не винить, потому что вот сама по себе энергия Скорпионе, она такая углубляет и больше находит недостатков. Если вы глубоко в себя будете копаться, то, как правило, вы себя закопаете. Поэтому нашли, где у вас слабости, попробовали, какой шаг нужно сделать, чтобы их искоренить, и двигайтесь в этом направлении. Но в целом я рекомендую в этот период и в период с 13 и до самого полнолуния выбрать быстро вовлеклись во что-то, работаем, потом занимаемся вообще каким-то другим делом. Такой рваный режим немножко выберите. Полнолуние. Полнолуние само по себе это некий апогей такой, то есть это пик нашего лунного месяца. У нас глубоко будет прорабатываться такая телесно-энергетическая наша состоятельность, телесно-энергетическая глубина. Насколько я в своем теле чувствую себя комфортно. И здесь, конечно, развитие любых привычек в целом в этот лунный месяц, и особенно, может быть, какая-то вот направленные на освобождение от каких-то вредных привычек, которые вы понимаете, что очень сильно нарушает вашу работу тела, вашей энергетики, есть смысл их с 16 или даже с 15 стартовать и потихонечку искоренять. Изменять режим питания, может быть, убирать какие-то вредные действительно продукты, может быть, больше времени посвящать работе со своей энергией, если вы там тянет вас в сторону там йоги или цигун или каких-то других энергетических гимнастик. Если вас тянет больше в тренажерку, вам нравится бегать, вам нравится заниматься своим телом более как-то интенсивно, пожалуйста, выбирайте. Вот в этот период я рекомендую интенсивно это все делать. Теперь с 17 по 20 мы идем в следующую половину, она будет с 16, то есть с полнолуния по 22-23. Что здесь будет? Ну, такая глубокая, глобальная, конечно, вещь, и о чем я расскажу в новом ролике, будет посвященная Плутону в Водолее. Я очень подробно там все это разберу. Мы находились до определенного времени в энергиях, связанных с Козерогом. Это порядок, это структура, это понятная иерархия, и это понятная вертикальная такая структура общества. У нас был свой режим, свой график, ходить на работу, делать так вот дела и таким образом. Когда началась пандемия, потом начались определенные события, про которые вы знаете, то у нас ритм жизни начал очень сильно меняться, структура жизни начала меняться. И вот мы вошли в этот коридор, и в течение 24 года полностью, 25, 26 и даже 27 я закладываю 3 года на развитие большого тренда Плутона в Водолее. У нас будет перестраиваться наша вообще как вот способ и вести дела, и способ жить. Что здесь важно? И я об этом тоже расскажу в отдельном видео. У нас Водолей
это энергия такого коллективного, то есть ваши связи, ваши люди, которые вы способны как-то синхронизировать между собой, они вас будут питать. Напротив, в Водолее у нас находится поле Льва. Поле Льва — это ваш ценный талант, то, за что вы себя любите, то, за что, когда вы это проявляете, любят вас другие люди. И здесь, когда вы умеете через современные инструменты, через свое сообщество предоставить, преподнести свой талант, конечно же, вас будет ценить. Поэтому в первую очередь этот Плутон Водолей будет больше побуждать вас заниматься своим личным развитием и предлагать свои таланты этому миру, используя современные методы, не борясь с тем, что вот все по-новому, а я хочу, как было по-старому. Нет, по-старому уже не будет, поэтому добро пожаловать. Об этом я в отдельном ролике вам еще расскажу. 21 ноября. Солнце в Стрельце. Вот смотрите, Солнце в Скорпионе — это вы словно находитесь в подземелье, причем под водой. Вас это вот тяготит, напрягает, вот это чувство постоянной какой-то опасности. Вот что-то случится. Вот поле Стрельца — это как словно бы все. Вы поняли, что та темная какая-то вот штука, которая стояла у вас в темном углу, оказалось, это просто шкаф, потому что вы включили свет. Вот поле Стрельца — это включение света. Вот с 21 ноября как его можно включить? Конечно, его можно включить через честность, с одной стороны, открытость, а с другой стороны, через образование, где вы у знающего человека спрашиваете, каким образом, консультируетесь по определенному вопросу. То есть вот этот свет нашего сознания, когда мы сливаем его с энергиями наших учителей или тех, кто нас вдохновляет, конечно, они засвечивают наши темные углы, нам сначала становится дискомфортно, но это точка роста. Поэтому поле Стрельца говорит о том, что образ будущего, обучение, образование, что вас сильно будет питать. Ну и с 23 ноября и по конец лунного месяца, по 30 ноября, там будет больше вот это напряжение между полем Рака — это все такое теплое, приятное, комфортное, и полем Козерога. Это вот система, где надо. Вот есть хочу ваши, я хочу что-то. Вот это поле Рака или поле Льва даже. Они тоже вместе будут вот с 23 по 30 число работать очень интенсивно. А есть вот это Козерожье, тебе надо. И это вот между внутренним, сиюминутным, таким вот ребенком-подростком, который тянет руку, потому что там какая-то блестяшка у него вкусная, и между взрослым, который говорит, стратегически сейчас нам невыгодно тратить вот эти вот ресурсы на то, чтобы вот получить какие-то сиюминутные впечатления. И здесь, конечно же, нужно балансировать. С одной стороны, у вас с раннего утра, вот вы проснулись, и первые 4 часа выбираете стратегию сделать одно полезное действие, которое реально вас продвинет. Все остальное пробуйте выбирать такое, вот как бы в потоке, как оно пойдет. Вообще, состояние поточности вот в этот период с 23 по 30 ноября, я рекомендую его воспроизводить. То есть кто-то настраивает рабочие какие-то свои инструменты и потом входит в состояние потока. Кому-то нужно послушать музыку. И в следующей части, когда я буду рассказывать про знаки, я об этом тоже немножечко коснусь. Итого, месяц ноябрь — это месяц перемен. Посмотрите на окружающую природу. Она меняется, она преображается. Все меняет свой цвет и меняет свою структуру. Преображается природа, и преображайтесь, пожалуйста, вы. Хорошего вам, приятного, продуктивного времени.